Я приветствую вас, представители знака зодиака Весы. Таро расклад, поворот событий. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 марта. Давайте узнаем, что будет меняться. А возможно, это будет та реальность, которая изменит вас. И самое главное, будем добрее, милосерднее к самим себе в наше такое непростое время. Не стоит загонять себя в угол, если то, что мы слышим или видим, никак не вписывается в наши планы. И это, мои дорогие весы, не означает, что мы не можем эти планы осуществить. Это лишь значит то, что мы должны внести некоторую коррекцию и адаптироваться к тем переменам, которые происходят вокруг нас. Итак, давайте узнаем события ближайшего будущего, события ближайших дней и что будет меняться, с чем это будет связано. У нас сегодня две колоды, оракул Ленорман и колода Таро ангелов-хранителей. Но вначале, по традиции, мы посмотрим на Ленорман. Они больше показывают события, но иногда и сферу жизни. Конечно, останемся реалистами, поскольку любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки все же вы получите. Итак, что же будет меняться? События ближайших дней, события будущего. И на колоде Таро ангелов-хранителей поворот событий, так назовем нашу первую карту. Что нам еще расскажут карты Таро? Какие подсказки дадут? Следующая карта, от чего вы откажетесь, или то, что вам придется, может быть, обустроить, переделать, переформатировать. Третья карта, что вам нужно услышать, что вам помогает, и важно не пропустить. По основным сферам жизни, сфера ваших достижений, это работа, документы, у кого-то учеба, личная жизнь, любовь. И достанем карту совет. Итак, давайте узнавать события. Дружба, мои дорогие. Очень добрая карта, которая сразу задает тон на все 10 дней. Поэтому, что бы тут ни происходило, конечно, жизнь, она нас часто не балует, но у вас есть тот человек, который может вам прийти на помощь, или тот, который вас способен понять, вот как искренний друг. По этой карте именно искренние отношения проходят. Может быть, это даже ваш близкий человек, ваш любимый человек, который проявит свои наилучшие качества, как-то раскроется, или даст вам дельный совет, или просто может иногда и посочувствовать, выслушать, и не относится предвзято, хотя, может быть, он разделит с вами радость. Вот такая добрая карта, и где-то мы можем перенести это даже на сферу работы, значит, наиболее плодотворные контакты. И эта карта может говорить в целом о дружелюбной обстановке вокруг вас, мои дорогие весы. Ну, наверное, куда бы вы ни приходили, вы сами люди достаточно дипломатичные, и поэтому это вам где-то и помогает, но и само словно пространство или те люди, с которыми вы общаетесь, они настроены, ну, более в мягких каких-то позициях или тоже нацелены на дипломатию, может быть и так. Но то, что один человек, как минимум, в наше сложное время, это ваш помощник или ваш настоящий друг, есть у вас, поэтому уже, что бы ни происходило, мы чувствуем себя более уверенными. Давайте посмотрим, что же еще. Развилка. Выбор нужно делать, направо нам или налево. Это мы словно шли, и вот дошли до этого столба, изображенного на карте, и теперь в две дороги одновременно пойти мы не можем. И что бы мы тут ни избрали, с одной стороны, выбирая одно, понятно, что мы отказываемся от чего-то другого, и продуманные действия предполагается по этой карте. И то, что сколько бы мы ни раздумывали, выбор все равно, ну, мы должны сделать. И это не значит, кстати, что, делая первые шаги, мы уже видим какой-то конечный результат. Это лишь означает то, что нам еще предстоит какую-то дорогу пройти. И мы это окончание пути мы еще пока не можем видеть. Но, видимо, оттолкнуться от того, что же вы хотите осуществить,
Что для вас, мои дорогие весы, важно? Что для вас в приоритете? Или куда зовет ваша мечта? Куда зовет ваша душа? Что вам подсказывает ваша интуиция? И интуиция отнюдь не самокопание. Это именно то, что мы бы хотели осуществить для самого себя или самой себя. Ну, вот такой вот выбор, с чем это может быть связано? У кого-то может быть связано в личной жизни, потому что всадник – это черви, и это дела сердечные. Это вы можете куда-то отправиться, к примеру, на встречу, на свидание. Это к вам может приехать человек. Конечно, эта карта может означать родственников, близких знакомых. По этой карте мы еще человека хорошо не знаем. Поэтому я тут вижу две персоны. С одной стороны, конечно, карта может говорить какое-то недавнее знакомство, или пусть это были давние даже контакты, или, ну, чего угодно тут может касаться, когда вас буквально кто-то вспомнит. Ретроградная Венера, мои дорогие, ваша планета-управитель до 13 апреля, она может нам возвращать людей из прошлого. К примеру, была дружба, как я уже сказала, или было взаимодействие с каким-то человеком, а потом он исчез из поля вашей видимости, ваших контактов, и теперь он внезапно объявится. Может быть такое. И кто знает, может быть, из этих отношений и сложится какая-то дружба. Мы, кстати, таких людей можем встретить даже случайно или случайно получить известие от них. И потом в последующем встретиться. Кто знает, может быть, вот эти две карты как раз об этом где-то нам рассказывают. Но, понятно, мы все разные, поэтому у кого-то просто это будет два разных человека. Есть и друг сам по себе, но есть еще какая-то история любви. Хотя это может быть, когда вы выбираете между двумя людьми. Ну, я допускаю, что и любовный треугольник, понятно, не у всех. Но мы все же разные, и поэтому для кого-то актуально это услышать, что же выбрать. Но сама по себе неделя может, с одной стороны, быть сложной именно из-за выбора, но уже обещать, что есть у вас и друг, кому, может быть, отдать предпочтение. Вот, кстати, есть такой момент. И я надеюсь, что для вас этот выбор не будет достаточно сложный, потому что здесь, знаете, в этот период по Венере, опять же, ретроградной, она нас заставляет где-то быть реалистами, не просчитаться с чем-то, как и в плане помощи или в плане доверия. И по аркану всадник это могут быть какие-то подарки, или могут быть просто знаки внимания в эти 10 дней. Кто-то с вами захочет дружить, познакомиться поближе, у кого-то так проиграется, но опять же не у всех. Для кого-то это вы куда-то собираетесь вообще переехать, потому что вы хотите встретиться или возлагаете надежду на какую-то встречу. И пока нам карты не говорят, состоится она в эти 10 дней или нет, вы можете быть на выборе, а стоит ли куда-то отправляться вообще, но выбор делать стоит. Выбор делать стоит, и все то, что я говорила по аркану развилка, карта метла нам советует привести мысли в порядок и словно избавиться от мусора. Конечно, у кого-то банально дома наводит порядок, иногда и так проигрывается. Это когда мы выбрасываем банально хлам из дома. Мы меняем наше пространство. И магия! Это действительно работает. Мы меняем пространство, а оно вторично меняет нас. Мы, согласитесь, когда приходим в свой дом, который мы несколько видоизменили, может быть, сделали перестановку или, ну, какой-то минимальный даже ремонт, или мы какие-то детали, убранство дома поменяли, и мы заходим словно в другое пространство. Нам там нравится находиться. Нас дом встречает приветливостью, как будто другой. Нам хочется именно отдыхать в нем. Наши мысли как-то по-другому идут. Поэтому у кого-то может проиграться с тем, что вы действительно дома, в своем жилище наводите порядок. И это, кстати, тоже соответствует ретро-Венере. Мы обустраиваем свой быт, мы обустраиваем свое жилище, потому что мы хотим
больше защищенности и уверенности. А дом это как раз вот символизирует все эти наши ощущения и дает нам это качество защищенности нашей жизни. Но, безусловно, метла еще, если от ментального мусора, потому что у вас еще и аркан развилка, здесь чем-то нельзя ошибиться, и у кого-то из вас серьезный выбор. И тогда нам говорят, ты оттолкнись от реальности. Вот посмотрите, все карты более чем реальные. Нет, ну, знаете, каких-то эмоциональных карт. Здесь, наоборот, нам говорят, избавься, может быть, от каких-то эмоций, которые тебе мешают увидеть реальность. Вот этот, кстати, момент тонкий. Переложите на свою жизнь. Мы часто в каких-то сомнениях находимся. Или еще до карт я говорила, не загоняйте себя в угол. И если вы не видите пока на данный период времени, как воплотить свою мечту или цель, искусство мелких шагов. Здесь самодоверие какое-то должно быть в эти 10 дней, потому что от этого, мои дорогие весы, правильность выбора у вас зависит. Ну хорошо, пойдем дальше. Поворот событий, с чем это связано? Закрой в прошлое дверь. Вот так однозначно нам говорит карта. И в этой колоде карт ангелов-хранителей не на каждой карте есть именно ангел, изображение. И на десятке мечей он присутствует. Нам ангел говорит, время идет. Что-то заканчивается, и конкретно в карте прописано окончание. Но это еще и освобождение, карта свободы. И все то, что я говорила. Свобода от каких-то деструктивных мыслей, свобода и от пустых надежд, когда мы правильно оцениваем обстановку. Но это еще и карта символизирует, когда какая-то очень сложная, травмирующая ситуация, и она уходит из вашей жизни. Поэтому вы ее, мои дорогие весы, не держите. Я имею в виду, пока мы вспоминаем о чем-то, вот как раз символизирует карта метла. Пока мы позволяем жить даже в нашем сознании, в нашей памяти, тем событиям, которые уже произошли. Пусть они были связаны у кого-то с предательством, у кого-то, может быть, и были связаны с уходом человека. Меня смотрят люди из разных стран, и я понимаю, у кого-то действительно личная жизнь, ну, совершенно перевернулась на 180 градусов. Но, тем не менее, что случилось и произошло, мы не в силах изменить. Мы не можем повернуть время вспять. А жизнь не бывает полностью предсказуема, и нам необходимо идти дальше. Нам именно самим, может быть, даже нужно к чему-то адаптироваться. Но адаптироваться к настоящему, но никак не к прошлому. Поэтому не удерживайте в себе какие-то не совсем позитивные мысли. Не вспоминайте до бесконечности, почему вот это произошло. Или почему вот так несправедливо, может быть, к вам отнеслись. Или почему какая-то, в принципе, была ситуация. Вот это не имеет теперь значения. Оставьте все как есть. Да, нам карта предлагает оставить то, что происходило, как опыт, как ситуацию, и идти дальше, не пропуская через эмоции снова и снова. Иными словами, себя не разрушать. Однако же по этой карте, если кто-то или что-то пытается уйти из вашей жизни, позвольте им это сделать. Потому что не только возвращает нам ретроградная Венера отношения или какие-то, кстати, события на доработку, в которых мы должны расставить все по местам и опять же отпустить, завершить и где-то окончательно выйти из этой ситуации или из этих мыслей у кого-то из отношений. Я такое тоже могу допустить. Или какой-то проект, может быть, смена работы, тут все что угодно. Мы должны расставить все по местам, чтобы не было в нашей жизни путаницы. Вот тогда и освобождение. От чего вы откажетесь или что вам придется переформатировать или видоизменять? Ну, нам тут карта не говорит, что конкретно. Это карта скорости, быстроты. Но кто знает, вообще-то это приходит какая-то новость. По этой карте мы чего-то не можем изменить. Это как какая-то возможность к вам приходит, и буквально эта карта сама по себе трансформация и скорости. Поэтому вы тут от чего-то не можете отказаться. Тут наоборот, несколько, не совсем кому-то сказать «нет», например, а это для самого себя с чем-то определиться. И, скорее всего, вот этот выбор вам нужно делать
не растягивая его по времени, не говоря себе «я подумаю завтра». Да, подмечено физиологами, что наш мозг принимает за считанные секунды важное решение, а думать мы можем месяцами, это правда. Поэтому дайте себе время, конечно, подумать, но не откладывайте это на потом. Здесь сама по себе карта нам говорит о том, что есть многозадачность. Вот я могу предположить, от многозадачности вы, скорее всего, откажетесь, потому что есть что-то более важное в эти 10 дней. Но в этом важном вы не можете терять время. Вот такая подсказка дается вам от карт, и это, я думаю, нужно принять во внимание, потому что предыдущая карта говорит, что время пошло, не теряй его. И это будет зависеть от вас. Почему я так говорю? Обратите внимание, на первой карте есть изображение ангелов, а где этого изображения в этих картах нет, это целиком и полностью зависит от вас. И у кого-то вот эта развилка может проиграться, что какая-то история затянулась, и вам нужно с чем-то определяться именно в эти 10 дней. Давайте мы с вами узнаем, что же вам нужно услышать или важно знать, что вам нужно не пропустить. Император. Ну да, все то, что я сказала до этой карты, это действительно имеет значение. И по императору у нас могут проходить важные чиновники, какие-то важные согласования. Мы их не можем отложить на потом. Тут его величество случай, или назовите это оказия, или вообще какая-то подвернуться может, как вариант, не случайная случайность. Вот что-то типа того. И не упустить время – это хорошая практика, потому что даже какую-то затянувшуюся историю вы можете все точки над «и» расставить и теперь действительно быть более свободным. Понимать, куда идут отношения, или вообще они никуда не идут. Понимать, какую работу я хочу продолжать, или в чем я вижу, могу более раскрыть свои таланты. Среди вас очень много людей, которые занимаются творчеством, значит, и по части творчества может быть какой-то новый проект. Или когда у вас была какая-то задумка, вы ее все время откладывали на потом и думали, а стоит этим заниматься или нет. Да нет, лучше попробовать, чем бесконечно гонять мысли по кругу. И вот эти согласования, может быть, вы просто будете узнавать, искать какую-то информацию, когда вам нужно осуществить что-то по закону. Или у кого-то... Ведь часто по аркану император проходят конкретные люди, вот как император, да, которые где-то понимают меру ответственности, готовы взять, или по этой карте проходят и люди, у которых имеют в своих руках много влияния, много возможностей. Может быть, будет у вас таким лицом какой-то контакт или разговор важный, когда для вас вырисовывается последующая ваша траектория действия. Конечно, я могу допустить, что и по личной жизни есть такой император, достаточно несговорчивый. Сильные люди, безусловно, идут по этой карте. Но часто еще я сравниваю с фразой «есть два мнения, мое и неправильное». Вот в таких энергиях тоже может находиться человек. Договориться с ним сложно. Но в основном в этой колоде это конкретная карта организации вашей жизни. И я часто в своих видео говорила и на предыдущем, на моем старом канале, прежнем, что 2025 год – это год адаптации и год организации. Что бы ни происходило, мои дорогие весы, в 2025 году, мы должны адаптироваться к внешним событиям, потому что мы на них и не влияем, и изменить их не можем. Но мы можем изменить наше отношение к происходящему, и поэтому нам в 1000 раз будет несколько проще адаптироваться, а после этого организовать свою жизнь как-то по-новому. Но это еще и карта лидерства и карта структуры. Структуры могут проходить, как я говорила, чиновники, представители власти. Карта вам говорит: уважай закон, уважай порядок. Вот для вас что важно услышать? У вас, мои дорогие весы, это как подсказка даже может быть. Что бы вы тут себе не задумывали, будь то это работа или будь то это отношения, значит, вы можете, где-то использовать вот эту подсказку как лакмус. Насколько глубоко или далеко вот те обещания, которые вам дает конкретный человек, или, предположим, организация в лице руководителя, или конкретного, может быть, спонсора, я такое могу предположить, и тот, кто ищет мецената, как раз
и есть возможность его найти. Мецената я имею в виду не того, кто будет нас сопровождать в наших хотелочках, желаниях, отнюдь нет. Это целиком и полностью для тех, которые хотят развивать свое творчество. И вам действительно для вашего проекта нужна какая-то поддержка, согласования. Так вот, по аркану император идут конкретные действия. Поэтому, если с вами человек готов заключить конкретную бумагу, документ, где опять же прописаны конкретные цифры, какой-то объем, участие его или важных согласований, пусть это по личной жизни, если с вами тоже готов человек перенести то, что было обещано, или то, что вы говорите, или проговариваете, согласовываете. Вот если это есть к этому готовность оформить документально, значит, этому стоит доверять. Вот такая подсказка для вас, мои дорогие. Но и вы поступайте по закону или узнавайте, кстати, как работает в отношении вас закон. Десятка мечей нам говорит, что завершается прежний период жизни. И поэтому, чтобы нам из прошлого, какие-то обратки не прилетали в будущем, и это не было внезапным сюрпризом, нам нужно обязательно в эти 10 дней что-то разложить по полочкам, расставить по местам, иными словами, навести порядок. Сфера ваших достижений. У вас очень добрые карты. У вас, кстати, как и император, это вы можете вообще, мои дорогие весы, контактировать с людьми другого уровня, которые находятся на другой ступени иерархии. Ну и вы сами, карта сила, говорит о том, что вы более чем ресурсны. Да, дипломатом быть нужно. И вот этот лев, который изображен на карте, это прообраз нашего эго. Это наши сильные эмоции, которые нас могут будоражить и совершенно где-то не в том направлении пытаться увести. И мужество заключается в том, что мы, в первую очередь, мы мужественно где-то эти эмоции в себе подавляем. И мужественно, опять же, видим неприглядную реальность. Может быть, нас что-то и шокирует. Для этого нужно мужество. Может быть, нам это что-то и не нравится. Может быть, были какие-то надежды. И здесь принять, что это была пустая надежда. Для этого тоже нужно мужество. Поэтому кураджо конкретно прописано в этой карте. Мужество имеет значение как ваша сила. Почему и аркан сила называется? Увидеть то, что на самом деле присутствует, существует в реальной жизни. Почему? А это необходимо. Вверху десятка мечей. Время пошло. Прошлое пытается само оттолкнуться от вас. Но что вам помогает? Дипломатия, мои дорогие. Вот этот лев, это еще и прообраз не только где-то и эго, но это еще и те люди, с которыми вы можете контактировать. И лев подчиняется нашей прекрасной деве, изображенной на карте, потому что он не чувствует агрессии. Вот, мои дорогие, на сферу достижений, работы, документов, пусть вы отправляетесь в инстанции, контактируете с сильными мира сего, с чиновниками, может быть, и еще с какими-то людьми структур, даже властных. Вам помогает дипломатия, когда не чувствуют вашей агрессии или вашего напора, когда вам практически удается сделать даже невозможное благодаря лояльности, умению услышать собеседника. Вы откроете любые двери и для себя можете совершить что-то важное. Поэтому по аркану сила верьте в свои собственные силы. Они творят буквально чудеса. Не случайно энергетика у этой карты, как у карты мага, о чем свидетельствует лемниската, мои дорогие весы, над головой девушки. Очень многообещающая карта. Что же про любовь и личную жизнь? Здесь нечего добавить, здесь и любовь, и личная жизнь. Хотя я должна сказать, где-то тут и про деньги, и про благополучие, и про наш теплый уютный дом, десятка кубков. Это как новое качество жизни. И вот у вас такая вот развилка, когда вы можете выбрать совершенно другое направление. Может быть, вы выберете из себя самого, примете решение, твердое намерение процветать, мои дорогие весы. И такое я тоже могу предположить. Но и в личной жизни, как какие-то приятные новости. И действительно, я так думаю, что собака для большинства из вас – это ваши близкие, это ваши любимые люди. Может быть, и какие-то знаки внимания, но навести порядок все же в вашей жизни или решить некоторые задачи. Может быть, они будут связаны
с оформлением документов. У каждого здесь по-своему и какие-то свои задачи. Или опять же вы будете дома наводить порядок. Вот правда, это тоже где-то будет влиять на качество вашей жизни. Но у вас на эти 10 дней очень добрая энергия. Совет давайте посмотрим. Ну, наверное, если мы говорили по 8 жезлов, от чего вы откажетесь, многозадачность, нет. Тут вся активность должна быть направлена в том направлении, которое именно для вас, мои дорогие, сейчас важно. Или то, чего просит ваша душа. Слушайте свою интуицию. А по 7 жезлов, это со стороны 6 жезлов, это буквально нас пытаются достать. И наш герой, он так на всякий случай вооружился жезлом. Ну, мало ли. И карта подразумевает, что у нас хватает сил парировать, нам хватает сил что-то доказывать. Иногда эту карту называют соревнование, но нужно подумать, а нужно ли в этом направлении тратить силы? А нужно ли откликаться на что-то? Мы можем на что-то откликнуться, а посмотрите, у вас что-то очень важное на пороге. И плюс еще карта скорости. Вы кому-то скажете «да», или включитесь вот в эту многозадачность, а у вас у самих потом появляется какая-то оказия, и вы будете буквально разрываться на несколько частей, потому что вы кому-то пообещали. А здесь для вас самих какая-то может сложиться обстановка или ситуация, которая будет для вас требовать вашего участия. И это для вас будет тоже очень важно. Уже несколько карт перекликаются, как и Ленорман, так и карты Таро. Поэтому и, в общем-то, целесообразно, что карта выпадает 7 жезлов. Подумайте, сохраняйте свою собственную целостность. Вот, может быть, куда-то и не нужно торопиться с чем-то согласиться или куда-то отправиться даже так. У вас на пороге ваше счастье. И поэтому, может быть, какие-то тоненькие или маленькие нюансы, которые мы сейчас как, ну, условно, первые росточки вашего благополучия. Для кого-то и так. Ведь вот эта карта-развилка. Если мы выбираем направо или налево, вот какой-то путь мы с вами выбрали. Я говорила, мы еще не видим конечную точку нашего маршрута. Это лишь означает, что мы делаем первые шаги. Осторожные. Ступаем уверенно, но осторожно. Мы должны вступили и чувствовать вот эту почву под ногами. Это где-то ваша уверенность. А когда мы включаемся, вот, ну, допустим, быть всем удобными, или со всеми соглашаться, или пусть даже это ваши родственники, близкие, такое ведь тоже может быть, потому что на нас тоже воздействует. Но тем не менее, есть то, мои дорогие любимые весы, то, что в эти 10 дней важно лично вам. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.